Привет. Как ты? Электричество снова скачет. Говорят, все дело в старом здании, какие-то жучки в стенах завелись, все грызут. Я вещи твои принесла. Постирали, посушили. Ключи от машины. От дома. Твоя жена. Знаешь, на случай, если ты меня слышишь, а ведь ты меня слышишь, я скажу. Вот за это я не люблю отношения. Привязываешься к человеку, можно сказать, душу рвешь, а потом хоп, и ты у разбитого корыта. Был у меня один парень. Гондон тот еще. Ему было 47, и у него было больное сердце. А я так его любила. Готова была отдать ему свое и забрать его больное. А он что? А он стряхивал пепел в мой дзен-садик. А когда я возмущалась, он говорил, это ПМС. Хотя вряд ли дело в ПМС. Когда тебе говорят, я тебя не люблю, нам просто хорошо вместе. А все-таки жалко твою жену. Представить себе, что она сейчас там одна, в этом озере, ночью. Макс, просыпайся. Макс, ты должен прийти в себя, слышишь? Макс! Макс, у полиции что-то есть. Этот тупой полицейский, он мне, правда, не сказал, что. Он сказал, что скажет утром. Короче, я вчера что-то слышала вечером. Он, знаешь, с каким выражением говорил? Как будто хочет мне пони подарить на день рождения радужную. Я слышала, что они запрашивают сведения с ее телефона, с разговоров с ее телефона. Они же могут проследить, Макс. Они могут проследить ее местоположение. Значит, они могут ее найти, правда, Макс? Макс, не закрывай глаза, слышишь? Макс, не закрывай глаза. Мы прослушали ее голосовые сообщения. Вот это она получила на прошлой неделе. И что это значит? Машина упала в озеро Янис. Я построил маршрут до того места, куда они ехали на свадьбу. Получается, что они делали крюк. Кто ей звонил? Я не знаю. Я думал, вы мне это скажете. Я скажу? Я должна знать голоса всех ее знакомых, что ли? Между прочим, этот самый голос звонил мне тогда, когда я был у них на квартире. Кому надо звонить им домой и это говорить? Я не знаю. Скажите честно, у нее есть другие мужчины? Вы на что намекаете? Я просто подумал, что эти звонки – это код, как бы код для личных встреч. В озере? Ну, я так, размышляю. Подождите, смотрите, а вот это что? Шарик от жуков и тараканов. Насекомых притягивает их запах. А у них что, дома есть насекомые? Нет, не у них, а у соседки, которая внизу живет. Она мусор постоянно тащит. Я их слышал. Кого? Жуков. Они вот так вот скрипят своими лапками.
пожалуйста, будь здесь. Не пропадай. Эй, ну, где ты? Отзовись. У тебя реакции замедлились. Это очень-очень плохо. Слышишь меня? А помнишь, я тебе говорила, здесь я решаю, кто и когда отсюда уйдет. Пожалуйста, будь паинькой. Я не люблю, когда меня бросают. Что ты знаешь про те сообщения? Кто их присылал твоей жене? Она тебе рассказывала? Ну, конечно, нет. Не рассказывала. Потому что, наверное, не хотела тебя беспокоить, да? Она тебя берегла. Не то, что эти двое. Приходят, говорят тут черти что, кто их вообще к тебе допускает. Вообще, знаешь, у нас такой случай был. Женщину одну нашли на улице в одной ночной рубашке. Она не знала, кто она, что она. Травма головного мозга. И знаешь, что ей помогло? Яркий свет. Полицейский фотографировал ее со вспышкой. И она вспомнила, что дома у нее был старый телевизор. Он взорвался, и она выбежала на улицу. Я к чему? Может быть, твоя жена жива, понимаешь? Она жива. Просто она, как и ты, не может нам сообщить об этом. Лежит сейчас где-нибудь в беспамятстве и молчит. Ты не отчаивайся, она обязательно найдется. Здесь кто-то есть? Есть кто? Я из полиции. Я войду, можно? Мне надо задать вам вопросы по поводу ваших соседей сверху. Есть кто дома? Что за херня? Что за херня?
приятно. Люблю делать приятно. Не все равно это ценят. Я тебя люблю. Будь моей. Я подумаю. Мышка, я тебя люблю. Оставайся. Я тебя люблю, мышка. Как это мило. Вы меня все любите? Холодно. 6 утра у машины сработала сигнализация. Ты не слышал? Я проснулась, не могла больше спать, лежала и думала. И курила. Да, я нашла у тебя пачку. Я снова курю. Это все подготовка к экзамену. Каждый год такой марафон, будто выиграв его, дети действительно получат счастливый билет. И приходится быть безжалостной стервой, чтобы они не расслабились и не испортили рейтинг школы. Помнишь, как мы познакомились? Тогда тоже шел дождь. Было в Праге. Наша группа вышла после экскурсии из музея, когда начался сильный дождь, а автобуса все не было, и мы спрятались под мостом. Ты там тоже был не с нашей группой, сам по себе. Потом вечером я тебя встретила в номере в гостинице, в лифте. Ты спросил, не простудилась ли я, и предложил подняться к себе, потому что ты как раз купил какую-то настойку, обладающую лечебными свойствами. Обычно я не знакомлюсь с незнакомцами, но уж тем более не поднимаюсь к ним в номер. Но Прага была сказкой. И этот дождь, и мы его вместе пережили, так что ты уже и не был незнакомцем. Происходит что-то странное. Ты тоже это чувствуешь? Что-то изменилось, мы изменились. Ты все время молчишь, а я болтаю, будто я боюсь, что когда наступит тишина, это плохо кончится, а я этого не хочу. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Может, не сейчас, вечером. Я это уже слышала. Голос искажен, но компьютер его распознал. А то есть вы теперь знаете, кто это? Да. Человек, звонивший вашей сестре, разыскивается за серию убийств женщин. Он знакомился с ними в сети, а потом они пропадали. Нет, ну Ольга не стала бы знакомиться в интернете. Она совершенно не такой человек. Вы когда-нибудь видели их соседку? Да. То есть нет. Я знаю о ней только со слов Ольги. Она давно там не живет. Взгляните, что я обнаружил у нее в квартире. Что это такое?
Это следы крови, замытые водой. Господи. Ваша сестра написала управляющую компанию. Думаю, это его разозлило. Так, а что он с ними делал-то? Я думаю, вам лучше не знать. Да нет, наверное, мне лучше знать, потому что это моя сестра. Он связывал и мучил их в течение недели. Потом доставал нож и вырезал на их телах надписи. Они умирали от потери крови. А потом он выбрасывал их трупы как мусор. Знаете, есть такие преступники, которые раскаиваются в преступлении и посмертно ухаживают за трупом. А есть такие, которые не раскаиваются и выбрасывают трупы как мусор. Подождите, ее тело же не было в квартире. Мы думаем, что он заманивал их на квартиру, а потом перевозил в другое место. А почему вы вообще решили, что это он? У нас есть фотография с камеры наблюдения в кафе, где были ваша сестра и ее муж. Мы думаем, что он следил за ними. А это кто с ним? Судя по фигуре, женщина. И, видимо, она его сообщница. Слушайте, а если вы знаете, кто это, почему вы до сих пор не арестовали его? Мы не знаем, кто это. Мы только знаем, что называет себя жрецом. Жрец? Да, жрец. Понимаете, вот надписи, которые он вырезает на телах, это тексты. Своего рода послания. Он сумасшедший. Только сумасшедший может использовать женщину в виде молескина. Ладно бы он делал это маркером или ножом. Что это? Что с ним? Надо вызвать врача. Вы думаете, он нас слышит? Я сегодня задержусь. Опять родительское собрание. Ой, пришли результаты пробных экзаменов. Похоже, мы опять будем в хвосте. Никто не набрал больше 6 баллов. Какой-то олимпиадный уровень. Родители возмущаются. Я не знаю, что сказать. Да, я утром наговорила лишнего. Плохо спала, все дело в этом. Ночами все кажется таким сложным и безысходным. И когда приходит день, куда все девается? Прости. Итак, что у нас есть на сегодняшний момент? Квартира, пропавшая этажом выше. Муж в коме после аварии. Жрец был в том же кафе, что и пропавшая женщина.
Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Эй, есть кто-нибудь? Я надеялся на экспериментальный препарат, а гематома не уменьшилась. Ему только хуже. Тебе придется позвонить. Можно поменять схему, повысить уровень оксигенации. Ты его только мучаешь. Позвони. Сам знаешь, сколько вони будет, если ты вовремя не позвонишь. Я думаю, сутки двое у меня есть. Слушай, им тоже нужно время. Бумажки все собрать. Знаешь, сколько надо? Ладно. Ты права. Я позвоню. Извини, дружище. Но у нас тоже есть правила. Хотя, думаю, тебе самому все это надоело. Так и порешим. Жаль.